Это перезалив 95-го эпизода из Грузии, из Тбилиси, который спустя 2 года YouTube, к сожалению, заблокировал из-за музыки. За эти 2 года ролик набрал почти 400 тысяч просмотров. Он был одним из самых популярных на канале и одним из самых любимых моих эпизодов, потому что он получился очень душевный, в нем максимально крутые люди, крутые машины и крутая история, которая по-любому должна оставаться на канале. И понятно, что он уже не наберет такое количество просмотров, но хотя бы просто как архив, как память о том времени он должен быть на канале. Судьба закинула меня в Грузию, закинула она меня сюда на Сильвии. Все, в принципе, были в шоке от того, что я своим ходом доехал до Грузии, до Тбилиси, из Ростова, через все эти границы, через все эти убитые дороги по нейтральной зоне. Я всегда мечтал на какой-то своей тачке поехать в какое-то путешествие. М2 я побоялся брать из-за того, что я не знал, какая там дорога. М2 мне было все-таки немного жалко ехать в такую неизвестность. А Сильвия такая боевая, и я в нее поверил, она поверила в меня, и мы без проблем доехали. По поводу посадки, по поводу ковша, сайт Мастерса настолько удобно и правильно меня посадили, что я вообще не устал. Вот прям вообще. Мне было супер удобно ехать. Ни спина, ни поясница. Короче, ковш — это реально тема. Еще зимой понял, что нужно сюда приехать, по-любому снять эпизод, потому что здесь очень крутая культура. В плане автокультура. У любого, наверное, автофаната Грузия, Тбилиси ассоциируется с обрывками памяти, которые снимал Зарубин вместе с Давыдычем. И я уверен, что на момент, когда они снимали этот влог, они вообще не представляли, что он может стать настолько важным в нашей жизни, потому что я уверен, что его знает любой вообще человек, который как-то связан с тачками. Лично я, например, вырос на этих видео, и отчасти из-за всех этих видео я начал любить тачки и начал их снимать. Поэтому, я думаю, нужно отдать должное тем временам, когда выходили эти ролики. И когда я сюда ехал, я ехал с мыслью, а что изменилось вообще за эти 9-10 лет с момента выхода того ролика? Изменилась ли как-то автокультура в Грузии, как здесь ездят, какие тут дороги, как вообще относятся к тачкам? Вот этот момент мне интересно вообще понять, покататься здесь. На Сильвии я приехал не просто так. Я знаю, что тут есть несколько треков, на которых можно с кайфом покататься. Здесь можно покататься на всяких крутых спотах, и я думаю, что мы все эти моменты изучим и как следует поймем, что вообще случилось за все эти 10 лет здесь. Что, дождь был, что ли? Да, был дождь. Ничего страшного? Или у нас там все закрыто? У нас все закрыто. Значит так, история с коллектором у нас продолжается. Так уж судьба сложилась, что машина здесь, и Влад тоже здесь. Вот, мне кажется, все не просто так. Уже под Тбилиси я услышал, что машина начала работать как приора на валах.
прям вот как вертолет гудеть начала. На пауке она была. На пауке, да. И я понял, что, ну, что-то опять произошло. И подумал, скорее всего, опять коллектор, так как он уже старый. И на момент, когда мы его в прошлых эпизодах варили, мы понимали, что он бахнет где-то в другом месте. Так и произошло. Где он бахнул? А, вообще весь кусок оторвался. Какой? Вот этот, да? Вот этот кусок, вот это новый шов. Соответственно, они тут накинули, ребята нам помогли. Здесь новый шов, то есть у нас полностью отвалился этот кусок. Короче, нужно будет заказать новый коллектор, потому что этот мы-то сейчас поставим, но вопрос времени. Вообще респект Диме. Вообще сила Инстаграма, сила Ютуба, что благодаря контенту, благодаря тачкам есть знакомые, мне кажется, вообще в любой стране. Приютили тачку, чтобы она постояла, и дали место, где можно снять коллектор, и посоветовали человека, который его заварит. Вот сейчас Диму покажу. Вот благодаря этому человеку вот даже водички принес. Вот это вообще порядочно. Еще мы, короче, приехали забирать коллектор, и с нас даже не взяли денег за сварку, потому что сказали, ему все равно конец, что с вас за это деньги брать. Дим, ну как ты вообще? Нормально. Нормально все? Да. Наконец-таки я ее увидел вообще вживую. Короче, для тех, кто не в курсе, это не просто Альфа Ромео Джулия, которую сейчас просто пачками с Америки везут, какие-то там 2-литровые, непонятные. Это именно Квадрифолио. Квадрифолио, да. Квадрифолио. Да. Квадрифолио. Итальянская М3, чтобы как бы было проще понимать, что это. Это, то есть, идеология М3. С63. Карбон керамика. Красивая какая-то у нее там. Размер такой же, как на М-ке. Тут отдельный суппорт, видимо, на ручник, на парковочный. И, кстати, у нее тоже какие-то тут такие накладочки есть, как у современных М-ок. Выхлоп 4-ствольный, все, короче, порядочно. ანუ პირველ რიგში იმიტომ რომ ისა რა ქვია განსხვავებული მანქანა იყო რა ანუ მე მეორე იტალიური მანქანა და მაინტერესებდა ესე ვთქვათ იტალიური ნამუშევარი როგორი იყო და რა ემოციებს მომანიჭებდა რა საინტერესო მანქანა იყო თქვათ თავის კონკურენტებთან შედარებით Ferrari-ს გუნდს აქვს ნამუშევარი ამ მანქანაზე და აქედან გამომდინარე ინტერესი გამიჩნდა რომ შემეძინა ეს მანქანა რა Скажи ему спасибо, что не BMW. Спасибо, что хоть что-то особенное вообще, что не просто типичная машина, которая у любого молодого пацана. И сколько в ней в стоке сил и сколько с прошивки? 510 у нее в стоке. რა 580 წელი საუნდა დაწერა ანუ 70 Получается 707. Это что ты умножил сейчас? Это я с колеса перевел на мотор. Офигеть. ეს მინუსი რა რომ ანუ ერთადერთი რაც ძალიან ესე ვთქვათ პრობლემა არის ამის ელექტროობა რა აქვს საშინელი ელექტროობა არანაირი პრობლემა არ აქვს უბრალოდ ერთი კიდე მინუსი ის არის რომ ამ მანქანაზე არავინ არაფერი არ იცის საქართველოში მით უმეტეს მხოლოდ ალბათ იტალიაში კონკრეტულად ყველაფერი და ეგ არის მინუსი რომ ესე ვთქვათ რამე რომ დამჭირდეს არ ვერ დამეხმარება ისე ვერავინ როგორც დამეხმარებოდნენ იტალიაში Ладно, скажи теперь эту убийственную сумму, сколько она стоила здесь, чтобы вот просто, ну, живя здесь, купил ее и ездишь. Вот сколько это в долларах денег? Плюс-минус 25-26. Серьезно? Как она стоит. Вот эта машина до 30 тысяч долларов. Да. Полноценная, мощная, 500 сил, редкая, итальянская. Мотор от Ferrari 488, он еще в Калифорнии лежит. Там отрезаны просто 2 цилиндра. Но это То же реально самое- технически так Да. и есть. Остальное все от Ferrari. То есть можно смело говорить, что в этой машине мотор от Ferrari. Да, ну отрезаны 2 Отрезан. цилиндра. Отрезанный мотор от Ferrari. Но тут V6 и 2 турбины, правильно? 6 2 турбины. შემოსილი Ferrari და არის ავსტრიის და აგებმა რაღაც სედანი და სინამდვილეში შეიძლება ესე ვთქვათ მთელი იტალიური სული არის Le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Tailler la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier. Pourquoi vous riez? Non, ne me jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et les pleurs. Vous êtes faussement heureux, troquez-vous malheureux. Il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je courais son nom, rien le
confondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Que tu me fais tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Tu me fais tourner dans le vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, et me fais tourner. Il me fait Короче, у Джулии проблемы с блокировкой дифференциала. Но она не работает, блокировка на первой и второй скорости. Ну вот, мы пытаемся просто ее на пятачке закрутить, а она не идет. Внутренним колесом буксует и все. Я предполагаю, что это связано с тем, что машина зашита. А раз она зашита, значит в электронику влезли и она в какое-то ограничение уходит. Не, вон, только что вот он буксанул. Внутренняя буксовала, а второго следа нет. Ну, либо нам надо найти побольше площадку и попробовать на скорости ее закрутить. Вот, и плюс она как-то еще глушится. Вот он держал газ в полу, ее закрутило, и обороты упали. ეხ აი ხო თუ ისე რა ეხა ცალი მაინც ცალი ხო თავის ფონზე С ней будем пробовать, брат? Котенок, котенок. Ну что, главное, что до трека доехали, правильно? Да. А тут уже, как всегда, перчатки в руках. Да, классическое это состояние. Поза. Дым из-под капота. Короче, я даже не успеваю на камеру рассказывать, что происходит с машиной, потому что каждый день что-то с ней происходит. Доехали до трека, потек антифриз, думали, что вообще горим. Вот этот вот шланг, он у нас армированный. Вот если сейчас будет слышно, так вот он не шипит. Это шланг, который подает антифриз на турбину, Да, правильно, чтобы она остывала. Да, на охлаждение. И он начал сеть. Да, скорее всего, нам нужно его будет просто разобрать вот этот весь узел, вот так его подрезать, закрутить, он у нас тут с запасом, и все. Ну, вообще, бомба. Круто, что есть такой трек, и он максимально доступен. Тут вообще фигню, по-моему, стоит. Сейчас я спрошу, сколько стоит. 20 минут стоит 70 лар. 70 лар. $25. Это вообще ничего. Подок он $7-8 стоит 20 минут. Ага. 20 лар. То есть, сессия. 20 минут это сессия. Тут и дрифт соревнования проходят, и, я думаю, кольцевые гонки. Это круто, когда страна, город поддерживают автоспорт, строят такие треки, дают вообще соревнования делать. Блин, как же не хватает М2 здесь, пипец. Трек Бера. С одной стороны город, с другой просторы. Вон даже самолет видно, как садится. Да, атмосферно. На треке всегда приятно. Что в Сочи, что здесь. Это Да. нам еще с погодой повезло очень. Ну да. А, это рестайлинговая она типа? Красный? Да. Вот он сейчас это узнает. Рестайлия. Рестайлинг. Задние фары рестайлинг или она в целом вся, вся рестайлинг? 55 лар стоит. Блин, пацаны, если бы вас не было, я бы уже вообще веру потерял в эту машину. Я бы уже словил депрессию и плакал бы, стоял. Спасибо, что вы есть. Дай бог, чтобы мы уехали отсюда. Но вообще, это же не страшно, но просто шланг передавился, да? Ну, то есть это как бы просто
лишние затраты. С нынешним курсом вера в эти машины вообще чуть-чуть пропадает. Ты понимаешь, что за цену, которую ты отдал за Сильвию, ты можешь себе М4 купить, М2 какую-нибудь найти, самую-самую там простую в Европе. Вот, например, М4 дорестайловая, судя по сильному развалу в круг на подвеске. Прикольно смотрится черная на красных катках. Ну, фары, конечно, перебор. Дима, какая цена этой М4? 18 до Грузии. 18 тысяч долларов до Грузии. Да, Ну, растаможка. Сколько вот? 1500, да? Ну, вот на М4 стоит. 500 сейчас подорожало. А, это подорожало? Ну да, блин. Ну что, надеюсь, финал. Ну да. Собрали новый шланг с новыми фитингами, да? Да, новые фитинги с обжимкой. Каким-то чудом прямо возле трека оказался. Даже Как крутится. называется этот магазин? Гидроскант. Гидроскант оказался, и нам Да. там все сделали. И будем надеяться, что это последние наши приключения. Да, надеюсь, что это, как сказать, контент с ремонтом Сильвии на этом закончится. Тачка наготове. Попробуем дать Да. чуть по треку. Тут есть что-то типа конфига. Ну, что-то типа целый конфиг спот. Целый, нифига себе, очень крутой трек есть. Вот оттуда, снизу и сюда. А нам туда лучше вот так? Даже третья воткнулась. Ну, потому что я газ бросил. Чек загорелся. Но это уже намного лучше, чем все, что было до этого. По дрифту ты имеешь? в виду? Да. Running on a ghost, living outpost. I know what it's like, fighting on a bike. Nothing rushing, no, not for apart. Focus on my heart, focus on my own. Running on a ghost, living on a ghost. I know what it's like, fighting on a bike. Nothing rushing, no, not for Просто почти весь круг. 110 температура. Остываем, да? Да, и чек он загорелся. Я не умею. Просто везде отвисел на ручнике, протянул. Честно, на Красавчик. интуиции, понял? Я Красавчик. думаю, так, прикольно идем. Да, Надо да. бы уже и в поворот попасть. Чик. И получилось, понял? Люди вообще не сможет, братуха, здесь. Что? Вот по прямой, вот, что вся эта закладки, что сделали. Ну, Типа хорошо про... профессионалы не смогут, братуха. Да ладно тебе. Да, я не знаю, как. Да блин. Вообще что? Ну чё, шланг держит? Вроде да. Ты ставишься, получается, в горку, залетаешь. И пошел буква С, и в целом все. Наверное, вот тут они так соревнования и катают. Блин, вот честно, вот ради этого мы с тобой страдаем, чиниваем, понял? Чтобы вот так вот Да. дать, блин. Она вообще молодец, конечно. Она пипец, что за потенциальная тачка. Ну да, я тоже, мы когда только начали, у тебя получилось весь круг проехать, у меня просто улыбка с лица не сходила. да, скажи. Просто, да, едешь и все. Довольный. Ну, наконец-то. Первый раз почти за сколько? За месяц. Блин, Ну, что ты здесь? представляешь вообще судьбу этой машины? Она в Грузии, Да. на треке. Да. Это вообще жесть. Сама приехала сюда. Да. Сама. Чисто Forza Horizon, реально. Разные тачки, все гоняют.
Офигеть. Ну, не такая уж она и грязная. Так говорили, что она стоит год. И колеса накачаны. Это именно та самая М5, которую мы смотрели во всех этих роликах. Вообще кайф. Чистенько все. Да, это легенда. Круто вообще, что она до сих пор есть, что она жива. В голове не укладывается. Номера у нее теперь модные. Современные. Два года она стоит? Да, здесь. Офигеть. Торможение есть на экзекутив М5. Знаешь, что только на 404 есть экзекутив. Да, тормоза, это коробка тоже. Какая-то лимитированная в этой машине. Да. Какая она крутая все-таки. После того, как не стало Георгия Тевзадзе, хозяин красной машины перестал на ней гонять, но сохранил себе эту машину. И для меня очень круто, что по сей день эта машина существует и находится в тех же руках. Вообще огромный респект хозяину этой машины за возможность ее увидеть, прикоснуться вообще к этой легенде. И огромный респект за то, что он ее до сих пор держит у себя. Георгий был один из первых, кто привез сюда М-ки и начал на них очень круто ездить. И благодаря этому стала зарождаться какая-то автокультура, М-ки, быстрые машины, дрифт и все то, что мы сейчас любим. Это просто космос. Мне кажется, грузинский эпизод без подобной машины не грузинский эпизод. В общем, это М5 Е34, и я первый раз в жизни вообще стою около М5 Е34. Я в жизни никогда, только в интернете ее видел. Но она прям в идеальнейшем состоянии. И у нее 150 тысяч пробег. Как вам вообще? Я, конечно, не видел вживую, но, как мне сказали, эта машина один в один по цвету, как у Тевзадзе. Поэтому это прям прямая отсылка на легенду. Это кайф увидеть такую тачку вживую, честно. მე მყავს BMW E34 M5, ჩემი ოცნების მანქანა, რომელიც ავიხდინე 2 წლის წინ ჩამოვიყვანე იაპონიიდან ეს მანქანა. ბავშვობიდანვე სადღაც 5-6 წლის როდესაც ვიყავი, მაშინ ყავდა ოჯახში ესეთი უბრალოდ 3 და 5 ძრავით, არ იყო M5 და იქიდან მოყოლებული მინდოდა რომ სულ მყოლოდა კარგი, ასე ვთქვათ, მეხუთე სერია E34. ძალიან დიდ პატივს უცემ კონკრეტულად ამ ფერს, იმიტომ რომ ქართველ ლეგენდას ყავდა ეს ფერი მანქანა გიორგი თევზაძეს. მომწონს ძალიან რა, მოკლედ რო ვთქვა რა. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ნომრებს, მაქსიმალურად არის მიახლოებული რეალურ M5-ასთან, ვუვლი ძალიან კარგად და მომწონს რომ ყავს რა. ბევრი ახალი მოდელის ყიდვა შემეძლო ამ მანქანის მაგივრად, მაგრამ მაინც ძველი ლეგენდარული მანქანა ვარჩიე და შევიძინე ეს ავტომობილი.
Радар 1, дубль 1. Проверка блокировки дифференциала. Джулия Квадро как? Квадрифолио. Квадроформаджо. Квадрофоблия. Мотор. Ну блин, я прям чувствую, ладно, я бы там вообще был 0, понял? Но блин, я чувствую, что она бросает эту блокировку. Да, я тоже чувствую. Неужели она все-таки не М-ка? Не. Ты понял? Она сейчас проехала всю площадку на почти третий. конфиг, да. Да. Почему-то. А где у нее температура? Только слева и Да, все? да, да. Она, короче, то хочет ехать, то не хочет. Вот сейчас крайний раз она на Очень третий мало. проехала всю площадку. Да, да, А да. для этого включаешь третью, воды. она не дает газ, ты жмешь, а ничего не происходит. Она до каких-то оборотов дает крутить. Если не вот эти проблемы с блокировкой, она прям М-ка. Итальянский. И звук похожий, но тут автомат, он не так как-то втыкается, потому что у М-ки, именно у М-серии, у нее прям удары такие, понял? Переключения, ты прям чувствуешь чуть толчки. Тут она чуть мягче это делает, потому что, наверное, автомат. А так, Но в целом, выворот и... Ну, у нее крен имеется, конечно, но это из-за того, что она стала. ну в последний раз, да, прямо ты так и разманжевался, и она, да, неплохо Она проехала. блокировала колеса. да, То да. есть ты чувствуешь все равно, она именно рывками, понял? Не так, как, ну, если сейчас на четверке, например, поехать, она всегда будет одним путем. да. Блин, ну, очень красиво. Да, да. Просто круто, что есть хоть какой-то аналог в мире против М. Ну, М, С, понятно. То, что уже надоело, то, что уже тут сидит хоть что-то такое необычное и по идеологии похоже. Да, в движении она вообще супер. Вот так через камеру смотришь, да. И вилгэпов особо не видно, кажется, что она когда в движении, она пониже. И в целом тогда силуэт более такой однородный и красивый. Спроси, как ему вообще? Так его, сай. Брат, стенс или дрифт? Дрифт. Хорош. На стенсе. Красиво. Выезжаем в тбилисскую ночь. А у меня ж главное. Сейчас посмотрим, что тут вообще из именно такой дрифт-культуры. Не М-культуры, а именно вот такое японская ночная вот эта вот движуха на пепельнице. Pain, stress, my brain can't even rest. It's hard to maintain the pressure on my chest. Excess frustration strikes. Blood rushes my head when I come across roads with dead mics and whack promoted shows. It's hard, but with the presence of God, I'm true to the game, so I'm back black to take charge and recap. Sure, the time when shit could never be whack. I'm pure, I insert my lifeline into the track. The energy in me is a poison with no unrevealed remedy. I'm spreading like leprosy throughout the record label, cause mine's put me and my career in jeopardy. Похоже, еще,
знаешь, на что? В Америке они вот так на перекрестках толпой стоят и вот так крутятся, сбивают друг друга, вот просто кайфуют от того, что у них как бы, ну так, да, чуть цепляют, они там, штаны у них слетают, такого свадебный просто дрифт. Типа не зря, да, просто отшли. Не, да, ты правильно, что отходишь, но лучше за забор, то, что ты сюда отошла, это... Там происходит. Здесь более или менее безопасно. 100%. На Ахуне темно, но ты не Ничего сравнивай. не видно, а тут ты приезжаешь, тут свет. Хотел тебе сказать, по привычке, брат, там вспомни, как они толпой носились. Это вообще, Да, это ну, что-то приезжаешь волшебное. туда, и ты это не видишь. Ну, По факту ну, ты видишь, а не, ты ну ты, у тебя мнение зрителя. Ну да. Не, ну понятно. Короче, если я тебя буду периодически брат называть, не обижайся, это по привычке, потому что я привык с Да пацанами ничего, общаться и говорить им брат. Я не знаю почему, просто вот так Мне привык. очень приятно, что ты привык Брат. с пацанами общаться, брат. Вот, кстати, родственница, прям родственница. Такая же четырка. Тоже Дорист. Зенки. Ну, у меня она типа переделанная с люком. Вот, по идее, у меня вот такая морда должна была быть. Но ее до меня переделали каркасом. Тоже стилево смотрится на больших колесах. Whatever you want, make $1 million, go ahead and flaunt. You still get no respect, it just don't matter. Rat-a-tat-tat and all the punks scatter. I'm right behind you, so you better watch your back. Watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your, watch your, watch your back. Watch your back. მოკლედ ეს მანქანა ჩამოვიყვანეთ, ჩემო ძამ ჩამოიყვანა 2 თვის წინ ამერიკიდან, კომპარტიდან. ჩემს დროს უნდა დრიფტზე გამოსვლა. ჩემს უფრო შეჯიბრებზე გამოდის ხოლმე, ძირითადად ქუჩაში ვსრიალებ რა. მაგრამ მე რატომღაც გადაიფიქრა მოტოებზე დაბრუნება გადაწყვიტა. ამიტომაც მე წამოვიყვანე რა ეს მანქანა და სანამ წამოვიყვანე, ჩემო ძმამ თითქმის ყველაფერი გაუკეთა, რომ მოკლედ ქალაქში თავი და ბოლომდე გეყოფა ეს მანქანა, რომ ისრიალო, ანუ მეტი არაფერი საჭირო არ არის. მოხოვის კუთხე გაკეთებული აქვს, GK Tech-ის მოხოვის კუთხე არის. $300 გირდა სადღაც, მაგალითად Wise Fabrics $1500, დაჟე მეტი $2000 გირდა. ბიუჯეტური ვარიანტია შედარებით. ადოს გადაუყენა, წინა უკანა, გიდრორუჩნიკი დაუყენა. ორიგინალია Chase Base არის და ბაჩოკია Willwood-ი. დანარჩენი რავი ელემენტარული გრული დაუყენა, თუ უბრალოდ ორიგინალი რო კომფორტული იყოს, ეს სტოკიდულ შეუძლებელია მგონი დრიფტი. დანარჩენი აბსოლუტურად სტოკია, მოტორზე ხელი არაა დადებული. სტოკი 333 ცხენია. ქარბონული მექანიკა არის, მთავარი ეგაა. და ერთადერთი ხო ცეპლენია დაუყენეთ, კერამიკული, იმიტომ რომ სტოკი უბრალოდ მეგუძლებდა რა. აი ესეთი მანქანა ჩემი აზრით, აი მეტი არა, ანუ ამაზე მეტი ჯანი დაჟე ზედმეტიც არის ქუჩაში რა. დაჟე ნაკლებიც რო ხონდეს, ან ჩვეულებრივად არსად არ მქონია ის შეგრძნება, რომ თვითონზე ძალა არ მყოფნის ანამე. ერთადერთი მინუსი რაც აქვს ამ მანქანას, ცოტათი მძიმე არის რა. მე უბრალოდ არ მინდა რომ სალონი დავშალო, იმიტომ რომ მაინც კომფორტულია სალონში ჭდომა რა, ყველაფერი აქვს სალონში, გათხოვაც გაქვს, ყველაფერი გაქვს რა. და თუ რამეა საღამოს გახო პროსტა იკატავებ და უცებ თუ მოგინდა წახო სადან თაშიან ქუჩაში და ნებისმიერად ველოსიპედი. Мне, кстати, такой же датчик. Это, знаешь, типа, я даже в новом компьютере на эти машины, которые ставят Link, Eco Master и все такие, на им уже эти датчики такое более-менее не нужно, можно все так смотреть. Ну да, да. Это чисто классика. Согласен, вот это да. незаменимо, типа. Это хай-тек технологии уже незаменимо. Это знаешь, как в аниме такое, Initial D. У них все эти датчики там в мультфильме типа. Да, это да, да. прям, это просто классика. Это как типа в Бентли эти часы. Стиль, Да, короче, это стиль. своеобразная штука. S15, да. Она была не турбовая, я ее 6 лет покупал, я еще не совершеннолетний был. 6 лет назад? Да, она И за сколько ты ее купил 6 лет назад? за $3700 у друга купил. Я даже не хотел турбиновый мотор, потому что, ну, типа,
Я еще маленький был тогда, думал, много жгет там бензина, вообще зачем, ну просто зря. Блин, катался, это атмосферный более-менее по-мокрому, все было прикольно, всегда кайфовал, он мало жрал бензина, но он сейчас даже много не жрет. Кому интересно, 11-12 литров сейчас. Серьезно, да? Да, я очень мало, правда, очень мало жрет. А у тебя пробег бежит, да, и скорость показывает? У меня это все не работает просто. 2 или 3 года я так катался, и вдруг, подумал, давай, можно уже турбину, мотор такой. Еле-еле как-то. Мотор был просто не найти у нас, так что прям хороший мотор, можно кинуть с коробкой. Такого варианта вообще нет. И вдруг, кто-то, чувак продает S14, очень хорошую четырку, за $3800, я так помню, да. Но мы ее поделили пополам, мой друг взял кузов, я взял мотор, коробку, мост, еще что-то там. Сборку взял, чтобы все поставить. Мне обошлось $2300, ему 1800, это все. Это было не очень, 3 года назад. Четырка просто офигенная тогда была. Да, мы тогда маленькие были, мы даже, маленькие, небольшие. Мы сами начали этот мотор отсюда вытаскивать из четырки. Вытащили за одну ночь, и за одну ночь в мою кинули сразу. Мы просто ничего не знали, или видео смотреть, как это делаете. Мы просто начали делать. И все нормально, да? Да. Блин, значит, вам это давно. Да, все, вообще все друг к другу подошло, все начало работать. Но она завелась. Это тогда было просто ракета какая-то. 0,6 баров тогда было. По сток 250 сил. Она просто прикольно было. Завелась, покрасил. Вообще, она просто в идеале была, когда первый раз я сделал. Все было прикольно. Но когда делаешь так тачку в идеал, потом ты начинаешь, думать, что вот сейчас это не надо, потому что это жалко, да, реально я жалко. понимаю тебя. Когда ты трудишься и, испортил, такое. И сейчас она повезло, потому такая уставшая, что, мне она прикольная сейчас. Я на ней могу каждый день ходить. Она не в идеале снаружи, но на нее смотрю, все равно, как первый день ее привел, так же прикольно и сегодня. Вообще она... Мне в жизни все надоедает вообще, но эта тачка вообще не надоедает, уже 6 или 5 или 7 лет прошло. Прикольно, что вы молодые. Сколько вот вам лет? Мне 22. А Гио? 23. 23? Круто, что вот вы именно на таких стильных тачках ездите. При том, что в этой стране это вообще, то есть не то, что редкость, это вообще уже нереально что-то не найти. Да, у нас, у кого эти тачки слева и, такие редкие тачки, они почти более-менее все взрослые, на них просто никто не катает. И так обидно просто. Иногда просто вижу, как кто-то пройдет. Мне так прикольно, когда какую-нибудь сливу увижу. Вот ты приехал, это просто прикольно. Это новая слива в городе. Это вообще кайф. То есть она у тебя на тонкой сток-коробке? Да, она на прошивке вообще сток. S14 Zenki у него так прошивка. На 0,9 бар. На задней 18 диски, CST называются. Коллектор топ-маунт стоит от HKS. Турбина именно 15-ки, это ball-bearing, что называется. Большой кулек от GTR. Я от GTR хотел прям. В Японии видел. Эти кулек вот так поворачивается, когда без бампера тачка такая прикольная. Ну и сколько здесь примерно сил? 330 по чувствам на моторе, я так думаю. 225 резина, 2,5 бар, вообще прикольно крутит. Нигде такого чувства нету, что не хватает. Ну а ты катался вот на Z-ке, на 370? По рулежке вообще разница огромная. Или все-таки не смотри, Z-ка пожестче? Он тяжелый, но из-за этого он очень почувствуется, что он очень такой, кузов очень плотный, да, он прям очень плотный, да, он очень такой свежий. Чувствуется, что он сильно такой, связанный, я понял, да, я понял. А слева это реально ведро. Вот ведро, по словам можно понять, не в плохую сторону. Реально ведро просто прикольное. Она очень невесомая и тяжелая, и реально очень круто рулится. А Z-ка вообще по-своему рулится, у нее вообще свой кайф. В видео будет видно. Когда она перекладывается, у нее нос стоит, и она вот вокруг носа постоянно вертится. У сливания там она постоянно нос туда-сюда болтает. Но я за ним всегда очень легко хожу, потому что я прям чувствую, что я легче.
И я очень легко за ним. А он всегда мучается там на гидроче, но его тачка реально прям очень сток. У нее только сошки там стоят. И сток вообще все. И ручник. Ну, это для новой машины прям вообще чего. 2 штуки поставил. У нее сиденье даже сток. И просто катается и реально очень оппонентно способен, если на соревновании говорить. Очень много, если честно, локаций по Грузии, ну, не в черте города. Всякие горные споты, серпантины, очень похоже на Сочи. И круто, что есть локации, где есть покататься. Но самое крутое, то, что у вас есть треки. Да, Велоарена. всем спасибо, кто принимал участие, чтобы эти треки у нас были. Реально всем, даже мне что-то там не нравится, вообще что-то говорит, это неправильно здесь, да, это такое есть, но главное, что они есть, и они будут дорабатываться, я уверен, и главное, что они есть. За очень офигенную цену, там 25 лар, ну типа $10, весь день ты можешь кататься, отдыхать, смотреть, как другие катаются. Это очень приятно. И как Лило построили, очень много чуваков начало кататься, очень много чуваков вообще в городе не катаются, только на треке. Прикольно, что они катают по улице ночью, а днем какие-то мини-соревнования, и они все здесь. Итак, рубрика «Трушные пацаны ездят, лишь бы ездить». У него даже нет кулисы. Она оторвана или так и должно быть. Но ее нет. И он ездит на стяжках руль. Почему бы и нет? Look at all the stores you wrecking, nigga, I reckon. Think about the people who own it for about a second. I know you got your problem, but brother, they got theirs. This is not a gang, for violence, a girl repair, but show. You rather hear me say, fuck black prejudice, let's murder different races, throw hatred and form irrelevant views and etc. not thrown. Damage them lies blown, oblivion, all cold, oblivious. Мы вчера 2 раза поменяли назвал на переде, и она поставила по-другому видео. Сейчас я думал, она перевод не сделала и развернула типа. Не прочувствовал. Да, сейчас почувствую. მოხდა კიდე ხშირად არის ხოლმე ეგეთი ლაპარაკი ჩვენ სიმართლე, რომ აი მაგალითად პირადად ჩემს ძალიან ბევრჯერ ვთქვამთ, რომ აი ბავშვებს საერთოდ მაგალითს აძლევთ რა, რომ აი ეს რაღაც ქუჩაში სტრაფაციარული დრიფტი გასაგებია, რომ ცუდი არის, პროსტა ჩემი აზრით ბევრად მეტი პრობლემა გვაქვს სხვა, რომელსაც ბევრად უფრო შეხედვა ჭირდება და ჩემი აზრით უკანასკნელი პრობლემა ის, რომ ჩვენ სადღაც ტყეში მივდივართ და ვსრიალებთ რა. მაგრამ ჩემთან გასაკვირად აი რამე სოციალურ ქსელზე თუ დავდებ ხოლმე ვიდეოს, აი ძალიან ბევრი ისეთი კარგი კომენტარები მოდის ხოლმე, რომ მართლა мотиваციას გვაძლევს, რომ დავაგრძელოთ და რაღაცა ვაკეთოთ რა. აი ბავშვებს უხარიათ ხოლმე, აი ძალიან რა. აი ვცნობ ხოლმე რაღაც შეკრებებით გავაკეთოთ, რომ დაჟე წინაზე შეკრება რო ხნა ბავშვები ვაკატავეთ ან დრიფტის დროს, რა თქმა უნდა უსაფრთხო ადგილას რა, და პარკინგზე ვაკატავეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ცხოვრების ბოლომდე დაამახსოვრდებათ ეგ. იმიტომ რომ ოდესღაც ხომ ეცვიყავ პატარა და მე ძალიან მინდოდა მაგალითად რომ სილვიაში ვზარიყავი ან რაღაცა. მარტო თუცაც არ ვაკეთებ, რაღაცა კარგსაც ვაკეთებ. Раньше было, я на BMX катался все детство. Не было парков, не было ничего. И, ну, в то время почему-то правительство на это всего не смотрело. А сейчас, ну, типа, дрифт, и такие свои BMX, и скейтборды. В каждом районе строят, сейчас даже строят. BMX, скейтборд, это вот GDM тусовка. Блин, это, по-моему, одна тусовка вообще. Один мир, просто, да? Да, просто по другим годам. Типа здесь повзрослее, так сказать. Но это я. Он катался на скейте, я на BMX.
все, кто здесь, все катаются, типа, ну, по улицам, в скейт-парке, на таких штуках катаются. Это что-то вместе связано с этим. Вы как-то договариваетесь мысленно, что вы поедете? Я понял. Что-то он чуть широковато поехал. Подарок. Какой? Это Lamborghini тебе. Да, я видел, тут кофейня Lamborghini есть. За эпизод 95. Да, ура! Носик. Отца вы там. Парк очень крутой. Когда мы катались, мы о таком парке просто мечтали. Здесь есть освещение, бетонный скейт-парк, идеальное покрытие, очень легкие фигуры, трубы, грани, вот эти все пирамидки. Мы смотрели, как катают чуваки в Америке, и думали, что ну такого в России никогда не будет. В любом случае, когда ты вот это видишь, когда ты в этом находишься, атмосфера тебя просто пронизывает за секунду. აღარავინ არ დრიფტავდა რა. რადგანაც ცოტა ჩაგვდასავით კუჩის დრიფტი. მედანიკაც აი ძალიან იშვიათად გავდიოდი ხოლმე რა. მაგრამ რო არ მოგატყობთ, აი ნიკა იყო ის ადამიანი, აი ვინც მენა мотиваციას მაწვდა მე ცხოვებსაც ანუ რო გავსრულებავთ და გვესრიალა რა. აი რეალურად რო თქვა ნიკა რო არ ყოფილიყო, ეხა კუჩაში აღარავინ აღარ ვისრიავდი თვალში რა. დილის ძალიან დიდი ხანი არც არაც ნიკას ვიცი უფრო შორი დამიცავთ მანდ ერთმანეთს ალბათ ესე ახლოს მაგაცობით 3 წელი არის რა. აი ესე დავარი და ყველაფერი რომ აბსოლუტურად ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ ხოლმე რა. აი მithumetes მანქანებს რაც შეეხება ყველაფერს ნიკასთან ერთად ვაკეთებ რა. თან ძალიან მაგრა იცის ყველაფერი ანუ მოკლედ აი თელი მუღამი აი კუჩის დრიფტს ანუ კომუნიტი და სიტუაცია არის აი რაც გვიყვარს ამაში რა. აი ვიღაცას მანქანა გაუგუჭება აი აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ რაც შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ აი მაგალითად მე თუ გამიგუჭება რაღაცა აი ზუსტად ვიცი რომ ნიკას ხნის გარეშე აი ეგრევე ჩემთან იქნება აი ახ წინ გაიხედეთ ისეთი ლამაზი სიმღერა არის რომ არავინ Раньше реально, ну, более-менее опасно ходили, а сейчас, несмотря на то, что вот так прям, как сейчас будет видео, наверное, так катают только мы трое, одного чувака не будет, наверное, видно здесь. Ну, его мотор, у него 3 сливы, он 3 сливы положил и стоит делает сейчас. Да, и только мы втроем катаем. 90% катают соревнования, и очень хорошо, реально прикольно, что соревнования катают. Ты там с кем-то соревнуешься, а сейчас, когда мы проедем, мы просто в кайф это едем. Мы просто близко, красиво проедем, мы не соревнуемся, мы просто в удовольствие. Близко проехали, мы приходим оба счастливые, оба руку даем, типа офигенно все. В этом весь кайф. А там, ну, себя соревнуешься, там тоже радуешься, когда с кем-то хорошо проехал, но там все равно соревнуешься. А здесь нету такого. Я когда думаю, почему я ухожу сейчас, зачем, давай дома оставишься, потом задумаешь, через год, через 2, это точно даже мы уже, наверное, не выйдем. Очень сильно все каждый день меняется. Это прям история такая для меня маленькая. Эти чуваки все, которые, ну, ее там, Луга и все, кто на улице, когда-то катался, ну, история, как японцы в горах катались и уже не катаются, но они остались в истории, они это создавали, типа, они были представителями этого всего и остались просто в истории. И их меня даже на YouTube посмотрите, там, ну, старые видео
выкладывают, говорят, этот чувак. Он уже дома сидит, но он остался там. И типа эти чуваки тоже у меня так останутся, что было такое как-то. В старости будем вспоминать, наверное. чисто грузинская сходка, не Мерседесы старые. Вау. Это очень сильно. Он так же смотрится, как твоя Сильвия, так стильно Да? отвечает. Да, ля, прям вообще. Ну, блин, наверное. А это его родные колеса такие, со А, я не спицами, увидел. со спицами? Да. А ничего, что такая снимаешь, можно говорить? Конечно. Это вот Пахан приехал в гости, сразу Да, видно. это, я фанат, подписчик. Красавчик. Всем привет. Особенно. Вот это брат мой, подросток. М-Моторспорт. Это брат не потому, что в Оружии, а так. Да. По документам, брат. О, а тут BMW старые. Это чисто грузинская сходка, реально. Офигеть. Братья Эмошники, как вы вообще? Здорово. Здорово. Ты нас свалил А? в том месте, где нас не должно было быть, да? Почему? Потому что около Porsche. Так это ж хорошо, это ж следующий уровень после BMW M. Нет, Да. следующего уровня не существует. Давай. Есть уровень назад, это купить дрифтовую Сильвию. Да ладно тебе. Это наоборот научиться ездить, блин. Как ты Да мог в смысле? А почему после нет? всего, что было между тобой и BMW, вместо какого-нибудь правильного корча на М50 Turbo... Вот хочешь с тобой поделюсь? Поделись. Моя мечта какая? Это еще одна М2 Да. на механике. Да. И чтоб вот как твоя 92 была, только на сток моторе, на сток коробке. Нет, там S55. Ну, Ты сейчас... все. ты уволен. Там просто, блядь. И Грузия сделать на нее ребенок. подвесочку, ковшик. Да. И вот это, мне кажется, стилек. Ну, то есть ты сейчас оставил в качестве мечты то, что практически невозможно реализовать в нормальной жизни. А мне кажется, сейчас наоборот из-за курса можно привезти М2 по цене Сильвии. Сколько твоя Сильвия стала? Ну, Уставе раздавал на ней? да. Ничего. Вообще классно. Как тебе трек этот? Я просто Бомба. не- Честно говоря, ну асфальт старый, то есть если там по московским меркам сравнивать, асфальт с 2012 года, как мне сказали. Но его должны поменять. Ну, короче, учитывая, сколько стоит сессия и сколько стоит вообще тут весь день побыть, это вообще прям круто. Ну, самый кайф, то, что ты на каждый день накатаешься на ней, и тебя никто не трогает, да? Ну да. Это специально для свидания, вроде не работает. Этот трек начал свое прям такое активное существование где-то в 2012 году. До этого он был, но, как мне сказали, он был не супер хороший отстроенный трек, не супер популярный. И в 2012
2012 году его продали всего лишь за 1 лари. Это рублей 20. С условием того, что он займется этим треком, отстроит его, сделает хороший ремонт, хороший трек, трибуны. В общем, чтобы был полноценный трек. И вот с 2012-го этот трек работает. Тут постоянно проходят какие-то автофестивали, какие-то гонки, дрифт, соревнования, чуть ли не каждые выходные. И здесь это все максимально доступно. И конкретно этот трек, мне тут настолько прям в душе спокойно находиться, что прям что-то такое гоночное, теплое. И в дни, когда тут никого нет, тут прям кайф реально. В плане там никаких сходок нет, ты чисто там на своей тачке приезжаешь, тут пару человек катается. What? Then I hop on my car. And look who riding with stars. What? I keep looking like a car. Hey, she get the top in the draw. Hey, diamonds they wait on my arm. Chest on my neck on my arm. Chest on my neck on my arm. Diamonds they wait on my arm. Вот она мечта. Это третий. Вообще, но без ковшей и без каркаса. Что за тачки? На ковшах, на каркасе. Вообще старое поколение, даже не знаю, как на спортивной кулисе. Порядочно вообще. А это ты знаешь, что за Кайен? Это GT, у него там 700 с чем-то с завода. Да, это самый типа быстрый. Не, смотри, керамик, турбо GT. У него спойлер выезжает. И смотри, какой выхлоп. Салам алейкум. Он дорогой, не знаю, как у вас, но у нас он типа дорогой пипец. Пацаны сейчас поедут гонять. В общем, вот так тут постоянно. Это не то, чтобы какое-то редкое мероприятие. Постоянно вот такой вот автодвиж. Мы — это уже новое поколение среди новых тачек. Поколение, которое выросло на тех роликах, на старом, на более взрослом поколении. Лично я воспитался и вырос на «Форсаже», на фильме «Такси», на «Need for Speed'ах и на обрывках памяти. Кто бы что ни говорил, но я безумно благодарен тем временам, когда эти ролики были актуальны. И надеюсь, что я смогу также внести вклад в автокультуру, но в своем поколении, мне кажется, круче тачек ничего нет. Once upon a time, when a fool thought he'd find purpose in his life along the way. Don't you run and hide from the truth you desire. Everything that there